Друзья, всем привет! Меня зовут Виктор, вы на канале Extreme Travel. И в этом видео я расскажу, как поменять масло на мотоцикле в походных условиях. Особенно это может быть актуально для мотоциклов объемом 200-250 кубиков, потому что в них заливается всего 1 литр масла, и менять его нужно каждые 1500-2000 тысячи километров. Поэтому, если вы собрались в какое-то более-менее длинное мотопутешествие, вам не обойтись без замены масла в пути. По большому счету, замена масла в походных условиях ничем не отличается от замены масла в гараже или на СТО, но есть несколько своих особенностей. Если будете менять масло в походных условиях, главное, не сливайте его на землю, это очень сильно загрязняет природу и вредно для окружающей среды. И поможет вам в этом обычная капроновая бутылка, которую можно купить в любом магазине. Просто покупаете бутылку воды, выпиваете ее или выливаете и используете ее как емкость для слива масла. Если у вас мотоцикл небольшого объема, до 250 кубических сантиметров, то, скорее всего, в нем около литра масла, и оно спокойно поместится вот в такую бутылку. Владельцам мотоциклов больших объемов придется купить баклажку на 5 литров. Когда вы нашли емкость, в которую можно слить масло, осталось найти только укромное местечко, такое, как нашел я, чтобы никто вам не мешал, и можно было спокойно заняться заменой масла. Менять масло утром после ночевки около палатки не самая лучшая идея, потому что масло будет вязкое. Прежде чем приступать к замене масла, нужно прогреть мотор. Для этого на мотоцикле нужно немножко покататься, дабы масло достигло рабочей температуры. Тогда оно будет оптимальной вязкости и хорошо сольется с двигателем. Это значит, что вам нужно менять масло или в конце дня после переезда, или с утра, немножко покатавшись на мотоцикле и разогрев двигателя. Еще одна важная деталь в мотопутешествии – это то, что при обслуживании байка желательно не пачкать руки, потому что отмыть их может быть очень и очень сложно, а порой вообще негде. Для этого всегда нужно с собой иметь такую простую вещь, как перчатки. Я купил более-менее солидные перчатки для ремонта, которые можно купить в любом магазине. Они специально для ремонта всякой техники и состоят из дышащей части, а также части, которая не пачкается и которую можно мыть, например, в бензине от всякой химии. Можно купить самые простые обычные перчатки для химии, но в них просто потеют руки и часто неудобно работать. Итак, друзья, у нас есть перчатки, у нас есть емкость для слива масла и еще нужен ключ. Я вожу вот такой вот ключ, он раскручивается, по-моему, до 26 миллиметров. Мне его хватает для того, чтобы открутить любой болт на этом мотоцикле в походных условиях. Конечно, из-за его маленькой длины бывает это делать очень сложно, особенно большие гайки, такие как на колесах и так далее. При должном усердии даже это у вас получится, зато сэкономите очень много места и веса. Ну и пока будете менять масло, дабы не засраться, лучше, конечно, что-то постелить себе, на чем вы будете лежать. Я для этого использую просто свой дождевик. Итак, что здесь надо откручивать? Все очень просто. Вот это болт для слива масла. Но в мотоцикле Lifan K5 есть еще защита, которую желательно снять. Во-первых, потому что защита мешает откручивать болт таким ключом. Во-вторых, потому что если его открутить, то, сливаясь, масло будет попадать в том числе и на защиту с той стороны. Конечно, это не критично, но в походных условиях потом на это все осядет пыль, грязь, и здесь будет очень-очень большой ком грязи. Поэтому я рекомендую, хоть это немножко и геморно, открутить 3 болта и снять с мотоцикла защиту, прежде чем откручивать болт слива масла. Но прежде чем откручивать болт слива масла, нужно открутить заливочный болт, для того, чтобы в моторе не создавалось пониженное давление и маслу было легче сливаться. Теперь самое важное — это откручивание болта. Ну, все, поехали. Болт главное немножко сорвать, дальше можно не спеша откручивать пальцами, главное не обжечься. В этом мотоцикле нет масляного фильтра, вместо него вот такая вот сеточка, которая защищает, я не знаю даже от чего. Но, тем не менее, когда масло слилось, мы засовываем это все счастье обратно и закручиваем болт. После чего устанавливаем на место защиту.
Я все время заливаю в этот мотоцикл масло Матюль 10В40. Дело почти сделано. И теперь еще один немаловажный факт. После того, как вы слили отработанное масло в бутылку, вам эту бутылку тоже нужно куда-то деть. Взять ее с собой на мотоцикл вы не сможете. А найти какую-нибудь мусорку бывает на природе очень-очень сложно. Поэтому что делаю я? Я беру пустую банку от нового масла, которое я только что залил в мотоцикл, и аккуратненько заливаю в нее масло с этой бутылки. Я понимаю, немного, но зато мы не загрязняем окружающую среду. Теперь закручиваем эту же банку. Заворачиваем вот это все в кулек и с чистой совестью едем, находим мусорник через 50 километров, через 100 километров и выбрасываем это туда. Друзья, на этом все. Надеюсь, эти несколько простых правил помогут вам без проблем поменять масло в дороге и продолжать свое путешествие. Ну а если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. Всем ровных дорог, пока!